Друзья, я рад приветствовать вас на своем канале. Этим летом мне удалось отдохнуть 2 раза, я летал в Египет и Турцию, и в этом видео я сравню 2 эти курорта по разным критериям. Думаю, должно быть интересно, потому что 2 эти направления самые популярные среди наших туристов. Прежде чем начать, я, конечно, попрошу вас о лайках и подписке, потому что они очень помогают развитию канала. А также хочу сказать, что подробные видео об этих 2 поездках есть у меня на канале. Ссылки на плейлисты с ними я оставлю в описании к этому видео. Переходите, смотрите, там очень много полезной и нужной информации, подробно, что самое главное, обзоры отелей, пляжей, магазинов, ресторанов. В общем, вся нужная полезная информация. Ну а теперь перейдем непосредственно к теме этого видео, сравнению 2 курортов, на которых я побывал в этом сезоне. А именно Бодрума в Турции, это юго-западное побережье Турции, Эгейское море, и Марса-Алам в Египте, это 270 километров южнее Хургады, Красное море. Обе эти поездки были по одинаковой цене, $340 за пакетный тур All Inclusive на одного человека при двухместном размещении, только в Египте это было на 7 дней и в пятерке, а в Турции это была четверка на 8 дней. В Египет я летал в середине апреля, а в Турцию в начале июня, то есть начало сезона на обоих курортах. Ну и сейчас я попытаюсь сравнить 2 эти поездки, ставя плюсы и минусы курортам по разным критериям. Начнем с того, с чего начинается каждое путешествие, с перелета. В Египет летели украинским лоукостом SkyUp, перелет длился 3 часа 45 минут, все прошло гладко, без задержек, Марсалам прилетели вовремя. В Турцию летели тоже лоукостом Pegasus, это турецкий лоукостер. Перелет длился 2,5 часа и тоже без никаких задержек, все было отлично. Особых отличий между 2 этими авиакомпаниями замечено не было. Как всегда в лоукосте все скромненько, но прилично, чисто, комфортно. Можно попросить стакан водички, ну а все остальное по меню за деньги. По меню за деньги. А вот аэропорты 2 этих курортов отличаются кардинально. В Марсаламе это старенький, маленький аэропорт. Он скорее похож на какую-нибудь нашу районную или областную автостанцию, а duty-free его похоже на рынок с рядами киосков. И даже по залу ожидания летают воробьи. Летают воробьи. В Бодруме же это современный большой аэропорт, новый, с хорошей инфраструктурой, там большой duty-free, фудкорты, комфортный зал ожидания тоже большой. В общем, так как прилетать, так улетать из этого аэропорта, особенно улетать, потому что когда вы улетаете, вы ждете долго своего рейса, здесь намного приятнее, конечно, поэтому за перелет Турция получает плюс, соответственно, минус уходит Египту. Следующий критерий – это отель. В Египте это был Фантазия Резорт Марса-Алам пятерка, а в Турции Ладония Дель Маре Бутик Хотел четверка. Оба отеля находились на первой линии. Фантазии номер очень понравился, это был стандарт, он был большой, с огромным зеркалом, шкафом, кроватью и сейфом. Все то же самое присутствовало и в Дельмар, но номер был, конечно, куда меньше. Здесь отсутствовал балкон и вид открывался на окна соседей. А теперь взгляните, какой балкон был в Фантазии, каким видом можно было наслаждаться, выходя на него. Разница существенная. Ванная комната в Фантазии тоже лучше, она просторная, с широкой раковиной. Совсем скромная, с подуставшей сантехникой в Дельмар. Из номеров переходим к территории отелей. И стоит отметить, что оба отеля показали себя по этому критерию хорошо. Фантазия вообще с огромной территорией, несколькими большими бассейнами, очень чисто, цветы, газоны ухожены, особенно учитывая засушливый климат. Здесь приятно прогуляться ночью, очень красивое освещение. В Дельмар территория тоже не маленькая, во многих отелях, которые находятся в черте Бодрума, такой территории не было. Бассейн здесь один, возле него расположен главный бар, но в принципе столпотворения замечено не было. Занять лежак, комфортно поплавать было можно почти всегда. Но здесь также ухоженные газоны, можно расположиться под пальмой подали от остальных постояльцев и музыки из бара. Также на территории есть вот такие беседки с соломенной крышей, в них можно расположиться на удобном матрасе с подушками, спрятаться от солнца. Свой пляж был у обоих отелей, у Фантазии это большой, длинный, чистый песочный пляж.
Лежаков здесь полно, уединиться от основной толпы туристов не составляет труда вообще. Прямо у берега есть лагунки, в которых можно плавать даже без коралловых тапочек. А работает бар All Inclusive, пирс не длинный, около 30-50 метров, прямо с него можно снорклить. Риф тянется на протяжении всего пляжа. В Дель-Мар несколько иная ситуация. Свой пляж есть, но вода в этой части бухты оказалась совсем не чистой. Рядом находился сток. Короче, купаться здесь было неприятно. Приходилось ходить на соседние пляжи других отелей и тратить там дополнительные деньги на напитки, чтобы получить лежак. Относительно еды ни про один, ни про другой отель ничего особенного сказать не могу. Голодными вы не останетесь. Сыры, овощи, фрукты — это вкусно. Колбаса — это совсем не вкусно. Мясо, мясные там разные блюда из курицы или других видов мяса — это вполне съедобно. Плюс, конечно, картошка, макароны — все это было. А вот рыбы и морепродуктов в Дель-Мар бутик вы не дождетесь вообще. А в Фантазии Резорт несколько раз подавали рыбу на гриле, и на этом все по морепродуктам. А вот алкоголь вполне сносный. Местное пиво, вино, виски, джин. В общем-то, стандартный набор, плюс в Турции раки. Больше всего понравилось и там пиво на вкус, но также употребляли коктейли, никто не отравился, особенного похмелья там какого-то не было, все живы-здоровы, поэтому алкоголь нормально, скажем так. Алкоголь нормально, скажем так. Интернет. И в одном, и в другом отеле интернет в номерах не работал. Его можно было поймать и посидеть в интернете в холле отеля, но если в Фантазии сигнал был на уровне и можно было даже в видеочатах пообщаться, то в Дель-Мар интернет постоянно пропадал. В общем, можно сказать, что в Дель-Мар практически интернета нет. К персоналу и в том, и в другом отеле вопросов в принципе не возникло. Хорошая коммуникация, все приветливы, улыбаются, помогают с разными вопросами. Но стоит заметить, что в Дель-Мар на ресепшене администраторы совершенно не знают английский язык, приходится все переводить через Google переводчик. От этого, конечно, все происходит намного медленнее, вопросы решаются намного медленнее, вообще сами они какие-то медлительные. И складывалось такое впечатление, что остальной персонал, то есть, например, там люди, которые убирают отель, а также бармены, они намного активнее и намного лучше работают, чем те, кто сидит на ресепшене, да еще и английский знают лучше. Анимация. Анимация Фантазии была практически незаметной. Проходила она не на территории, главной территории отеля, там, где корпуса расположены, а внизу, на пляже, возле бара. Это было очень приятно и удобно, потому что эта анимация никак не мешала тихо, спокойно отдыхать возле бассейна или у себя в номере, или там на балкончике посидеть. Дневная анимация — это детская какая-то анимация, также йога для взрослых, плюс спортивные какие-то игры. Снова-таки днем возле бара она проводилась на пляже. А вечером возле того же бара, вернее в самом баре на территории на пляже проводилась дискотека, конкурсная программа. И тоже какие-то детские там танцы, взрослые были. Но самое главное, что на общение никак не мешало находиться на основной территории отеля. Все это проходило возле бара. И ни музыка, ни вопли не доносились на основные корпуса. Это просто круто. В Дель-Мар анимация проводилась всего несколько раз за время моего пребывания там. И это была какая-то анимация в бассейне дневная, по-моему, акваэробика. И также какие-то вечерние конкурсы, но совершенно лайтовые. И можно было спрятаться, уйти от анимации и найти место на территории отеля, где совершенно она тебя не трогала, что тоже очень круто. Подводя итог под всем вышесказанным, плюс за отель получает Египет, Фантазия, Резорт, Марсалан, пятерка и минус Ладония Дель-Мар Бутик Хотел в Турции. А теперь поговорим о туристической инфраструктуре курортов. Куда пойти, что посмотреть и так далее. И этот рассказ я начну с Бодрума. Во-первых, Бодрум — это потомок старинного Галикарнаса. Здесь можно посетить различные достопримечательности, например, замок Бодрума, амфитеатр, ветряные мельницы Бодрума, Миндас-Гейт. Во-вторых, сам город очень красивый. Белоснежные дома с синими ставнями и коричневыми заборчиками. Атмосферная набережная с уютными ресторанчиками и торговыми улочками. Город расположен на холмах, с каждого из которых открывается шикарный вид. Короче, гулять здесь можно часами и не один день.
А вот в Марсалам вам придется довольствоваться только территорией отеля. Конечно, можно заказать экскурсии к пирамидам или в Люксор, но отсюда это очень далеко и утомительно, поэтому остаются экскурсии только природного характера. Например, в заповедник Марса Мубарак, посмотреть на дюгонов, на морских черепах, ну и, конечно же, снорклинг и дайвинг. Долгие прогулки, красивая природа, достопримечательности, архитектура, рестораны, магазины. В общем, все это делает Бодрум куда более разнообразным, чем Марсалам, поэтому Турция за курортную инфраструктуру получает плюс, а Египет минус. Море. Это еще один очень важный аспект отдыха. Именно за ним мы летим на такие курорты. И вот здесь я уже начну с Марса-Алама. Красное море здесь очень крутое. Чистая синяя вода. Оно теплое и комфортное для купания. Риф на протяжении всего пляжа. Плавай с маской где угодно, только за буйки не заплывай, естественно. Пляж огромный, можно как тусить возле бара, так и уединиться. В общем, к морскому отдыху Марса-Алам вообще не возникло никаких вопросов. Чего не скажешь о Бодруме. Как я уже говорил выше, в бухте возле нашего отеля вода была не очень чистая, поэтому мы отправились искать море на соседние пляжи. В черте города пляжная линия разделена на небольшие части, и каждая из них относится к какому-либо отелю или заведению. Естественно, эти части пытаются использовать по максимуму, плотно заставляя лежаками. За эти лежаки вы заказываете напитки или оставляете депозит, поэтому готовьтесь, что если у вашего отеля пляжа нет, то за море вам придется дополнительно платить, ну или отдыхать на не очень чистых и комфортных общественных пляжах. В общем, столпотворение на пляже это не мое, поэтому за море получает Турция минус, а Египет плюс. Правда, стоит уточнить, что красивое Эгейское море все-таки в этом путешествии было. Мы компанией взяли экскурсию, прогулку вдоль Эгейского побережья на лодке всего за $17 с человека в отеле у аниматора. Она вообще стоила 20, но если брать компанией, то вам сделают скидку. Длилась эта экскурсия 5 часов, останавливались в 4 красивейших местах, скалистый берег, чистая красивая лазурная водичка. В общем, я сделал вывод, что если вы хотите в Бодруме классного морского отдыха, то стоит поискать отели за чертой города. В Марсаламе мы тоже компанией брали морскую экскурсию, цена ей была $20 с человека, плавали в открытое море на моторной лодке, снорклили, но самое яркое впечатление оставил не сам снорклинг, им можно было заниматься активно и в море прямо возле отеля, а именно рассекать волны на моторной лодке на высокой скорости по Красному морю. Обе экскурсии очень понравились, советую. Друзья, если подытожить, получаем поровну. 2 плюса у Турции за красивый старинный Бодрум, за прогулки, красивую природу, достопримечательности, рестораны, магазины. И 2 плюс у Турции за комфортный аэропорт, за трансфер и перелет. И 2 плюса у Египта за отель Фантазия Резорт Марса-Алам 5, за шикарное Красное море и риф. Свои же минусы Турция получила за отель Ладония Дель Мар Бутик Хотел 4 и за загруженность пляжа и, соответственно, не очень чистое море в черте города. Марса-Алам свои минусы получил за отсутствие туристической инфраструктуры и за очень некомфортный маленький аэропорт в виде районной автостанции. Чтобы определиться, куда вы все-таки хотите лететь, в Бодрум или Марса-Алам, нужно задать себе один вопрос. Чего вы ждете от отдыха? Если это пешие прогулки, красивые виды Эгейского моря, архитектура, разная туристическая инфраструктура, рестораны, магазины, тогда вам однозначно в Бодрум. Если же вам хочется тихого, спокойного отдыха, лежать на лежаке возле бассейна или на пляже, плавать в Красном море, иногда нырять с маской, тогда вам, конечно, Марса-Алам. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Двойное спасибо, если лайкнули, а если подписались, то это целое благодарю. Спасибо, что вы со мной. И до встречи в новых видео и новых путешествиях.